Если вы думаете, что в Одессе перестали работать генераторы, то вы очень и очень ошибаетесь. Всем привет из Одессы! Сегодня 20 ноября. В Одессе вчера и сегодня очень тепло было. Это и солнечно, что немаловажно, и это поддерживало немножко нас в такой сложный период. Но, к сожалению, на сегодня уже обещают штормовое предупреждение. Становится очень ветрено и уже немного облачно. Порывы ветра достаточно сильные. Некоторые из наших зрителей после выпуска последних видео написали нам, что название канала «На позитиве» не соответствует последним фильмам. Вы знаете, было бы правильно сейчас переназвать канал и написать «Хочется плакать, но мы на позитиве». А позитив заключается у нас сейчас в том, что мы хотя бы живы и все в целом относительно нормально. Вот так. Сейчас происходят такие негативные события вокруг нас, что, правда, очень сложно снимать видео другого формата, плюс многие из наших зрителей очень интересуются, что сейчас происходит в Одессе и что сейчас происходит с нами, и поэтому мы рассказываем, да, и возможности при таких обстоятельствах снимать какие-то другие видео сейчас нету. В Одессе остается очень сложная и тяжелая обстановка сейчас. Самая худшая обстановка с электроэнергией во всей Украине. Хоть все службы и очень стараются вернуть свет в дома одесситов, свет, тепло, конечно, это не получается так, как хотелось бы, потому что повреждения были очень значительными. В первый день у нас электроэнергии не было почти 2 суток. На второй день включили ночью свет, где-то на 1,5 часа. Мы даже не успели толком зарядить свои телефоны, свои пауэрбанки. Пришлось на следующий день идти в пункт незламности, чтобы это все дозарядить. Вчера днем уже включили свет на пару часов. Мы еще все подзарядили. Холодильник невозможно охладить за такое короткое время, бойлер тоже не успевает нагреться до конца, но спасибо, хоть немного нам это все-таки удалось сделать. Но, к сожалению, теперь новая проблема, помимо того, что у некоторых людей еще нету света. Эта проблема заключается в том, что, к сожалению, когда в домах подключают электроэнергию, начинает очень сильно прыгать напряжение, и у людей просто начинает гореть техника. Нас эта проблема не обошла стороной, у нас вообще произошла какая-то такая ситуация, что сгорели какие-то щитки из-за перепадов напряжения, и в некоторых квартирах в нашем доме просто нету вообще света, несмотря на то, что его включают, и в других квартирах он есть. Конечно, нашу квартиру это тоже зацепило, и у нас нету света, даже если его включают. Ой, вторая проблема – это то, что, наверное, из-за перепадов напряжения у нас просто сгорел холодильник, потому что в нем горела лампочка, но уже не работал вентилятор, и он просто перестал охлаждать. Вот такая проблема возникла и у нас, и, наверное, у других одесситов. Поэтому хотим сразу предупредить, если у вас нет стабилизаторов напряжения, и вы видите, что у вас как-то моргает лампочка после того, как включили свет, то сразу отключайте все из розеток, потому что техника реально ломается. В этом никто не виноват. Службы стараются, наоборот, сделать, чтобы у нас все с вами было хорошо. Но, к сожалению, при таких условиях не все можно предвидеть. Спасибо, что преобразователь есть. В Одессе по сей день не ходит электротранспорт, ни трамваи, ни троллейбусы. Если я не ошибаюсь, запущено 4 автобуса бесплатных для того, чтобы люди могли хоть как-то переезжать с точки А в точку Б при таких условиях. В целом паники нету, но пункты незламности переполнены, потому что, повторюсь, если я уже говорила, что в некоторых домах электроэнергии не было по сей день. И людям просто нужно оставаться как-то на связи. Некоторые приходят с венами в пункты незламности, в магазины, там, где есть генераторы, чтобы высушить голову, потому что спешат на работу.
общем, ну, одесситы молодцы. Реально люди не сдаются, люди друг другу помогают. Даже вот в таких мелочах, как я вчера была в пункте незламности, и женщина просто принесла переноску с большим количеством розеток и всем раздавала, кто в этом нуждается, чтобы было больше гнезд для того, чтобы зарядить свои гаджеты. Все друг другу помогают, все очень большие молодцы. В прошлый раз, когда я снимала видео, я начала его снимать буквально... В прошлый раз я начала снимать видео, когда был сигнал воздушной тревоги, какие-то взрывы в городе, и я даже не знала в тот момент, какая трагедия произошла в Одессе. Я потом, когда смотрела видео, эти ужасающие кадры с места происшествия, у меня аж спазм в голове был на целый день, я так расстроилась, очень жаль людей. И вчера у нас во всех новостях писали, мы, конечно, не ведем подсчет, о том, что вчера было ровно 1000 дней войны в Украине. Сегодня 1001 день. Об этом вообще сложно говорить, потому что никто никогда бы не поверил, что в нашем мирном, веселом городе может быть война, в нашей прекрасной, цветущей, красивой Украине может быть война. Но, к сожалению, такая реальность. И я прочитала, какое количество было выпущено ракет и дронов по Одесской области. Я была просто в шоке. По Одесской области за период войны было выпущено только по Одессе, Одесской области 883 ракеты, 1604 ударных беспилотника и 43 или 45 разведывательных дронов. Вы только вдумайтесь в эти цифры, они реально ужасают. А нам еще при этом иногда пишут, что где же ваша война, покажите. Поверьте, она есть, и особенно в последнее время она очень и очень чувствуется. Мы все стараемся стойко переживать это время, иногда сдают нервы, ищем настроение во всем, ищем позитив во всем, улыбаемся людям, люди улыбаются нам, все держатся, все сильные. Все понимают, что это просто нужно пережить, эти сложности нужно пережить. Еще раз повторюсь, городские службы делают все для того, чтобы вернуть полноценную жизнь жителям города. Но, к сожалению, не все им дано быстро сделать. И я же говорю, хочется искать позитив во всем, но когда ты просыпаешься, и вот сегодня 101 день войны, и уже в новостях предупреждение о том, что сегодня нужно быть максимально внимательными к воздушным тревогам, потому что в Украине сегодня может быть снова массированный ракетный обстрел, и в Киеве даже закрываются посольства. Поэтому тут же появляется немного страха и немного переживаний о том, что же может случиться в ближайшие дни. Будем, конечно, надеяться, что все будет хорошо. Но, как говорят, надейся на лучшее, готовься к худшему. Еще раз хочу поблагодарить наших зрителей, которые пишут нам с разных стран мира, с разных городов мира теплые слова, выражают свою поддержку, знают и помнят, как посещали город Одессу или просто следят за обстановкой в Одессе, в Украине. Мы вам искренне благодарны. Спасибо, что вы у нас есть, спасибо, что вы нас поддерживаете. Oczywiście, drodzy widzowie z Polski, dziękujemy, że jesteście do tej pory z nami, dziękujemy, że pomagaliście wielu Ukraińców. Bardzo nam miło, kiedy piszecie nam dobre i mile komentarze. My o wszystkich Was pamiętamy i zawsze będziemy wdzięczni. Поздравления из Одессы для wszystkich. Хоть и сейчас бывают достаточно сильные порывы ветра, но по деревьям пока не видно, я не успеваю это захватить. Уже немножко видно голубого неба кусочки, хоть это может немного порадовать, потому что, не знаю, может это лично у меня, но прям сегодня какая-то тревожность, и просто тревожность в Одессе в воздухе, потому что когда предупреждают, что что-то может случиться, то это всегда очень неприятно. Сейчас по возможности хоть немного нужно выходить куда-то на природу, потому что эти звуки генераторов утомляют, плюс все время запах вот сжженного топлива в воздухе, невозможно даже проветрить свою квартиру.